Причины распада СССР. Долгий путь к бездне. Советское государство оказалось одним из самых неустойчивых в истории. Существовало лишь 70 лет, едва ли не половину своего существования оно провело во внутренних и внешних войнах, каждое десятилетие его сотрясали мощнейшие экономические и социальные кризисы. Тем не менее, распад СССР показался обывателям неожиданностью, ведь последние 20 лет его существования были благополучным, изобильным временем, максимума достиг уровень жизни граждан. Но аналитикам на Западе и некоторой их части внутри страны давно были видны признаки глубокого упадка. Историю давно анализировали величайшие умы человечества, находя общие принципы, по которым государства растут, а затем погибают. Как правило, первые признаки упадка и его главные причины можно увидеть очень рано, на пике могущества страны. Не стал исключением и СССР. Перманентный экономический кризис. Как ни старалось советское руководство, но обеспечить экономику постоянным, бурным ростом оно не смогло никогда, ни в бурные 20-е, ни в финальные 80-е. Проблема была в том, что коммунисты шли наперекор законам экономики и потому постоянно были вынуждены жертвовать ею в угоду политики, что приводило к серьезным кризисам. Продналог и продразверстка сталинские годы была воплощением коммунистической идеи о равном обеспечении благами всех, а в итоге это разорило хозяйство страны и привело к голоду. Индустриализация велась масштабно, но также без учета экономики, когда предприятия-гиганты строили в Заполярье, Восточной Сибири, далеко от рынков сбыта и ресурсов, но из соображений безопасности и конспирации. В итоге продукция таких предприятий стоила дорого, а издержки на содержание в таких условиях перекладывались на всех и тянули на дно всю отрасль. Селекция и генетика, как продажные девки капитализма, вкупе с низким образовательным уровнем управленцев в СССР, приводили к повторению одной и той же ситуации ежегодно. Борьба за урожай, куда бросали все силы общества, а затем он либо сгнивал еще до Нового года в примитивных хранилищах, либо средние показатели урожайности или привеса животных были столь низки, что не позволяли обеспечивать все советское общество на должном уровне. Приписки приобрели массовый характер еще при Сталине. По простой причине, изложенной Войновичем. Если приписать, то, может быть, и не посадят, а вот если сказать правду, то тогда точно посадят. Неудачные реформы были постоянным спутником экономики СССР. Свернутый НЭП, послевоенная финансовая чехарда, провальные реформы Косыгина, тупик конца 70-х и финально развалившая все перестройка. Таких примеров можно найти в каждой сфере экономики СССР. Она имела лишь 3 периода благополучия. НЭП – послевоенный скачок за счет массового применения трофейных технологий, а затем благоденствие до середины 80-х из-за роста нефтяных цен в мире, поддерживавших трещавшую по швам экономику СССР. Идеология и изоляция. Очень быстро страна Советов закрылась и законсервировалась. Ее элиты стали фактически несменяемыми и вербовались из одних и тех же кругов. Да, формально, для доярок и механизаторов были места с депутатскими полномочиями, однако реальную власть имели совсем другие люди, потомственные функционеры, элитарные семьи, которые вели совершенно иную жизнь, чем рядовые граждане. Получилась типичная восточная деспотия с небожителем на троне, приближенными визирями, клубком интриг и взаимных врагов. Они вели роскошную жизнь, грезили о мировой славе и воевали между собой, а внизу еле-еле сводил концы с концами океан, подданных на положение рабов. Когда с трибуны правящий сибарит вещает о равенстве и братстве, но все знают, что его приближенные купаются в золоте и сорят деньгами. В то время как простому человеку невозможно купить самые простые вещи, и даже своими руками запрещено построить дачный домик более минимального размера, это ведет к презрению и неверию. В итоге, все общество видело порочность этой системы, не верило в провозглашаемые ими догмы,
а застой и безысходность вокруг отбивало какое-либо желание что-то менять как сверху, так и снизу. Тотальная ложь, цензура, запрет на активность в жизни и идеологии стали тем фундаментом общества, на котором не построить прочное здание. Социально-демографические проблемы. Про них было не принято говорить, однако они сыграли очень важную роль. Эхо войны, резко подкосившая численность мужчин в стране, очень сильно ударило по народному хозяйству. Эмансипация женщин еще в 20-х сделала матриархат фактическим положением дел в советской семье. СССР стал первым феминистическим государством в мире, что привело к плачевным итогам в демографии. Малодетные семьи с высочайшим уровнем фактических разводов, массовая алкоголизация невостребованных мужчин. СССР был мировым лидером по абортам, их число доходило до 7 на одну женщину, и долго они являлись единственной мерой контрацепции. Число нерожденных детей, таким образом, исчислялось миллионами в год, а так как женщина единолично принимала решение об аборте, это приводило к крайней легкости принятия и распущенному образу жизни, который бурно расцвел в пролетарской среде. За один и тот же период население мира выросло в 3,5 раза, а в СССР лишь на 15%, причем основной рост приходился на национальные республики. Массовый алкоголизм стал ответом населения на нищенские заработки и плохие условия жизни в стране. К середине 80-х непьющий мужчина был музейной редкостью, а алкоголизм стал нормой даже на самых высоких постах. Массовое же табакокурение и безответственность к своему здоровью свело продолжительность жизни мужчин на уровень беднейших африканских стран. А ведь именно мужчины являются базисом экономики, даже в таком феминистическом обществе, как поздний СССР. Все вместе привело к резкому падению качества труда и продукции, так как улучшать ее не было стимулов, как в экономике вообще, так и возможностей для откровенно низкокачественных работников, которые выполняли задачи спустя рукава, нередко употребляли прямо на рабочем месте и саботировали все попытки борьбы с разгильдяйством. Алкоголизм, распущенность нравов, низкие заработки и продуктовый дефицит, плохие жилищные и производственные условия породили эпидемию разводов. Ей далеко до той, что будет в путинской России, но и тогда ее хватало, чтобы ударить по обществу тараном. Однополые семьи, мама и бабушка, браки после рождения ребенка и быстрый развод, массовое появление матерей-одиночек стали приметой времени. Семья с одним родителем редко имеет более одного ребенка, а это значит убыль населения. Государство попыталось поддержать материально матерей-одиночек и оказало этим медвежью услугу, спровоцировав вал разводов. Это было выгодно финансово, а также лишило всякого смысла жить вместе с мужчиной низкого или среднего социального статуса. Военные расходы и братские республики. Холодная война требовала от СССР содержать огромную армию, которая проедала колоссальные ресурсы и не приносила ничего, кроме скандалов и мнимого чувства безопасности. Помимо армии, на бюджете сидели огромные полувоенные организации, НИИ, заводов и фабрик, которые работали на оборонку. В 90-е попытались перевести все эти фабрики по изготовлению военных игрушек для больших дядь на коммерческие рельсы и выпуск чего-то востребованного, но малоуспешно. В конце 80-х сотрудники подобных учреждений массово валяли дурака на работе, бесконечно курили и пили чай, разгадывали кроссворды, спали на совещаниях, женщины вязали и шили. Эффективность труда была минимальной, платили соответственно. СССР откровенно содержал десятки дружественных режимов в Африке, Азии и Восточной Европе. Любой вождь дикарей мог сказать о симпатии к идее коммунизма, и его радушно принимали в Кремле, щедро финансировали и снабжали оружием, из которого от мог радостно стрелять в соседнее племя. Такие вожди часто меняли убеждения и отоваривались сразу в двух лагерях, десятилетиями. Его дети приезжали учиться в РУДН
и осеменять провинциальных дам из СССР, а кормил всю эту банду нахлебников все тот же токарь где-то в Кузбассе или Магнитке. Кроме того, далеко не все республики в составе СССР обеспечивали себя сами, лишь РСФСР, Украина, Беларусь и едва Прибалтика выходили в плюс. Однажды Джорджа Буша-старшего спросили о том, хотел ли он развалить СССР. Он ответил, что всеми силами старался этого не допустить. Оторопевшему от такого заявления американскому журналисту тот пояснил, что на балансе СССР находилось такое множество нахлебников, что они тянули его на дно несмотря на все усилия. И если нахлебники отпадут, Россия без них станет куда сильнее и богаче, оттого опаснее. Поэтому СССР необходимо сохранять как обескровливающий фактор. Сепаратизм окраин. Это известный бич всех империй, однако в древние времена он шел от появления там лидеров, которые просто бросали вызов столице при общности культуры и языка. В СССР тот же сценарий пошел другим путем. Поддерживая национальные автономии, чтобы не быть как жестокие угнетатели англосаксы, под речи о братстве, СССР невольно подчеркивал и отличия, и во всех республиках четко понимали, что мы не Москва и не русские. Да, реально все решала Москва, однако любой пробравшийся наверх представитель НАЦ республики все равно помогал своим и помнил о различиях, не особо желая ассимилироваться, так как не видел никаких преимуществ у русской культуры, образа жизни и экономики в сравнении со своими. Хрестоматийными стали примеры высокого уровня жизни в Грузии, во времена Сталина и Берии, помощи Украине от Хрущева, благоденствие в Казахстане в конце 70-х. Лишь одна РСФСР была оплотом нищеты и тяжкого труда. Как только экономический союз стал невыгоден, республики моментально вспомнили, что у них есть свой язык, своя религия, и они не обязаны гореть желанием жить с Москвой. Пока есть ценные ресурсы, по крайней мере, можно ими не делиться. В итоге СССР развалился путем ухода республик. Кто-то из них явно выиграл, как страны Балтии, Казахстан и Азербайджан. Кто-то явно проиграл. Россия же осталась при своих, немного сменив идеологию, но не потеряв внутренней сути и не ликвидировав все указанные проблемы. Понравилось? Пишите, что думаете по этому поводу. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.